Всем доброе утро. Сегодня едем на заплыв в море длиной там, от 6 километров, от 6 до 7, там непонятное расстояние, которое будет точно. Гуманитарный заплыв организовывает это совместно, скажем так, Лука, его зовут, мужчина, организовывает гуманитарный марафон, вообще заплывы в Будве, да, то есть он сам из Будвы, у него вот ресторан Моцарт. И он триатлон клуб Будвы, то есть при поддержке триатлонного клуба Будвы это все организовывается. Часто это делается для отделения больницы Котор или для какой-то будванской, например, медицинского учреждения какого-то, да, будванского. И ребята регулярно делают такие заплывы. В них нет, скажем, такого типа соревнования, прям он пишет текстом, да, это, ребят, не соревнование, это командный заплыв. Вот, поэтому будет лодка, которая будет подбирать, будет сопровождение, будет лодка, которая будет подбирать тех, кто будет отставать. При этом всем в целом-то есть те, кто плывет довольно быстро, да. Посмотрим, как будет, ничего не понятно. Маршрут примерно, наверное, опубликую здесь, да, то есть он будет вокруг острова, который называется Школь, вроде бы так. И к заплыву я в целом-то, не знаю, готов вроде, да. Тренеру сказал, он обрадовался, дал мне 5400 на неделю, я сплавал. Ну и до этого подводочка была, да. Я думаю, силы есть. Вопрос в том, как это на открытой воде будет, какая волна, не волна, ветер, течение. Это же ведь немножко другое все. Питание, ориентирование, то есть очень много нюансов. Поэтому посмотрим, как получится. Надеюсь, кадры какие-то заплывы я вам покажу, вставлю. Будет сейчас регистрация, обязательно медицинская чек будет, то есть померить давление, скорее всего, посмотрим, что еще, да, как там состояние, что такое. Вот, но я думаю, будет в целом должно быть довольно безопасно, потому что будет группа, в которой ты плывешь, да, но при этом непонятно, как вперед можно ли уплывать или нет, и как это все будет работать, вот. Поэтому посмотрим. Мероприятие интересное, немножко страшновато, конечно, в открытой воде столько плыть, все равно к ней крути, там расстояния нехилые такие, по течению ничего не понятно. Вода, ну сейчас волны, я бы не сказал, что беспокойно, но сейчас покажу. Ну вот, видите, вот такие вот сейчас. Но это сейчас еще до старта, еще, собственно, часа 3. Не знаю. Посмотрим, как получится. Приехали в Будву, тут мои ученики. Вообще, это что за... что за Геракл? Я сейчас вот в этих очках поплыву. Волосатый. Нормально? Тогда я в этих буду. Всем привет, Владимир тоже здесь. Мы в Будве уже. Сейчас пойдем на медицинское обследование. Ну, Денис, кстати, могут не допустить. Могут, у меня высокое давление. Ну. И все ребята пишут: Ира, как же заплыть? Нужно же восстанавливаться. А я хотела написать мой тренер Рустам, говорю, что велик это и есть восстановление. Слушно. Моя бывшая. Откуда я? Когда тренер, не только тренер, а еще доставщик Озон, да? Нормально? Спасибо. Пожалуйста. Сидим в такой атмосфере прекрасно. Там проверяют давление. У Иры 110 на 60, 60 на 100. Сейчас поплывет 7 километров. Так, ну все, спустя 2 часа прошли медицинское свидетельствование. Короче, осмотр. Температура давления моя около 120 на 75. Пульс в норме. Все вот эти люди плывут. Идем на точку старта переодеваться. Вот смотрите, хозяйка салона московского переодевается. Как будто в Германии где-то. Обладатель слота на Кельтман. Неплохо. Да, сейчас мне Ира даст нормальный гидрик Рустам, не серфовый, нормальный. Погнали! Здравствуйте. Здравствуйте, сейчас мы поплывем. Вот люди тоже почему-то плывут. Да, там тоже люди тоже почему-то плывут. Сплавал чуть-чуть сейчас. Ну, так себе не сказал бы, что очень. Прям таки жалко, прям. Ну, вот так пойдет. Сейчас посмотрим, что будет.
Но самое главное, как я написал, спрыгнуть сюда можно. Вот, спасибо. Так, смотрим цифры, как я плыл, да? То есть вот буду плавание в открытой воде. Видим расстояние 5940, время 2:19:14. Средний темп 2:21 на 100 метров. Конечно, немного не то, что хотелось бы, но что есть, то есть. Сейчас мы увидим, какая раскладочка была, да? Первую половину, наверное, пульс был нормальный, а потом что-то пошло не так. Ну и смотрим по кругам. Вообще, раскладка в целом, первые, наверное, пока я не заголодал, в целом-то я плыл нормально. Это получается первый раз, 2, 3 километра, да, первый нормально. Потом уже я, оказывается, пропустил паузу, и поэтому я как бы все ждал, когда все остановятся, но никак мы не останавливались. Оказывается, я просто чуть спереди плыл и от паузы уплыл, и все. То есть, как будто бы я тут не очень корректно поступил. И потом, когда уже пауза вынужденная случилась, то уже я, к сожалению, не попил, ну, то есть не съел углеводы, а поскольку увидел, что все уже начинают догонять прыть, я все, что успел, это выпил воды, что тоже было ошибочкой. Вот здесь, наверное, мне уже, тяжеловато, может быть, стало. Может быть, я предполагаю, с одной стороны. С другой стороны, непонятно, может быть, это дело все не так. Может быть, дело еще в том, что было вот волны, да, вот местами были волны. Вот мне кажется, мы посмотрим сейчас, кстати, по темпу. Мы посмотрим сейчас вместе с вами, да. Вот здесь вот этот участок был очень тяжелый. И вот здесь были волны. Ну, не смотрите, нормальный темп. Нормальный темп. 1:49, 1:57. Будто бы нормальный темп. Вообще первую половину я нормально проплыл. То есть это получается, да, час. Вот ровно час здесь. Пауза должна была быть здесь, но почему-то она была раньше вот здесь где-то как будто бы. То есть час первый я нормально прошел. И вот здесь уже я сделал остановочку. Вот здесь вот, наверное, вот здесь такой крючочек. Да, здесь я останавливался, наверное. Меня подснесло чуть-чуть, да, пока я пил. И, соответственно, да, скорее всего, вот здесь вот. Получается, это по расстоянию, если как раз-таки это 3500, что ли, да, нет, подождите. Ага, вот, 2800. Ну да, то есть 2900 я, короче, проплыл, получается, нормально. Вот она пауза, да, видите, 9:22 темп. 2800 я проплыл за сколько? Времени показывает, да? Ну, почти что за час. Короче, километр я дал нормально. Около 2 темп был. Ну, и вот везде даже видно его, да? А вот дальше что-то, видимо, я заголодал. Похоже на то. Потому что здесь вроде бы и волн меньше было, но как будто бы я слабее почему-то плыл. Ну, кажется так. Кажется, я заголодал здесь. Хотя, с другой стороны, сейчас, если мы посмотрим... Если мы посмотрим раскладочку вот здесь вот, то средний темп, ну да, после вот здесь, где я заголодал, уже 2:17, это с паузы небольшой, да, было, на 1:02. И вот здесь вот уже пошло, несмотря на то, что пульс сохранялся нормальный, высокий, здесь уже просто, видимо, просто подустал. Вот эти 1500 уже смазал, короче, сильно. А вот здесь вот у нас уже была пауза, мы вот здесь вот на отмеле остановились все, абсолютно все. Вот видите, здесь видно даже, что тут, короче, не глубоко. И вот здесь вот мы простояли 8 минут, я посчитал, около 6-8 минут. И поэтому темп тоже смазался. То есть темп реальный, наверное, 2:10, 2:05, вот где-то так. Ну, здесь вот мы прождали тех, кто отстал. Вот, короче, не по питание наше все, и я не поел, это фатальная ошибка была. Похоже на то. И последний, вот здесь вот, я уже гели-то поел на остановке, но вот здесь вот просто была какая-то адская волна, и что-то там вообще не очень, да, хотя пульс тоже высокий. Последний косарь, это вот мы плыли как раз-таки пролив, видите, да, что был
пролив вот этот вот, и, видимо, отсюда какая-то волна, и вот здесь вот просто вообще было очень-очень волнительно. Вот. Но в целом-то, короче, опыт получен, я понял. В целом такую дистанцию по 2 реально плыть. Получается, на половинку я могу еще быстрее плыть, там, да, на километра 3, просто 2-3 я могу еще быстрее плыть. В целом пойдет. Да, наверное, так оно и есть. Ну и учитывая, что по статистике посмотреть по калориям, да, вот все цифры. 1,5 литра жидкости, 180 максимально, уже где-то я с волнами боролся, напряженно был максимально, видите. И 2035 сожженных калорий, да, ну понятно. То есть, 300-400 грамм углеводов я просто поджег. И при этом, ну, я заголодал однозначно, кажется. Мне кажется. То есть, может, ошибаюсь. Ну и пульс, видите, вот странно местами вот так вот. То есть, ну, мне кажется, с волнами, конечно, он связан, потому что где-то борешься сильнее. Но я бы не сказал, что я устал, я бы не сказал, что у меня руки как-то валились, или что в конце мне совсем плохо. Мне вот здесь вот чуть поташнивало, голова кружилась, видимо, тоже из-за волн. С вот этой стороны постоянно были волны, но все равно там, видите, нормальный. Значит, дело не в волнах. Видите, я вот этот видос позже записываю, поэтому, наверное, догадки мои, что это типа из-за волн, неправильно, некорректные. Все-таки я, скорее всего, заголодал, и поэтому сил не было. Потому что, учитывая, что пульс высокий, да, все-таки в зонах, если по зонам смотреть, ну, блин, 3-я, 4-я, тут нужно кушать. Тут нужно кушать, ребята. Такие дела. Очень красивый заплыв. Всем рекомендую. Наверное, это все. Ну все, мы отплавали. О, даже не знаю, что сказать. Ну, доплыл без пауз. Ну, как без пауз, я имею в виду. Меня не подвозила лодочка. Уже хорошо. Не знаю, смешанные чувства. Часы показывают что-то не то. То есть они показывают там с остановками, потому что были остановки. Мы ждали всех. Поэтому я не знаю даже, как сейчас, наверное, цифры выведу. Ну, по ощущениям, конечно, блин, от условий очень много зависит. Там были вот моменты, когда было на стороне, короче, острова, на открытой, вот открытое море, там волна была лютая вообще. Ну, то есть и как-то было тяжело плыть, действительно. Потом на закрытой стороне вообще легкотня. И потом снова, когда выплыли в открытое море, до Буды доплывали, когда от острова, там уже снова тяжеловато было. Ну, то есть прям с трудом. Прям с трудом. Вот. Физически, наверное, не тяжело было. Очень... Я паузу пропустил, короче, уплыл вперед. Когда была и когда все кушали там, останавливались. Потом я делал сам паузу и не поел времени. И это было, наверное, тотальной ошибкой такой. Вот. Ну, потом я в конце только за 20 минут до финиша, наверное, покушал только, скушал 2 геля. Ну да, сразу силы прибавились, конечно. Хотя пульс нормальный, но темп так себе, конечно. Сейчас поанализируем попозже все остальное. Сегодня еще благотворительная гонка Race for Health. Еще 2,5 километра бежать, но я, пожалуй, пас. Вот, мне достаточно будет того, что я сплавал. Вот. Донацию сейчас ставим. Кто успел взять еду, тот молодец. Кто не работает, тот ест. Прокатился на лодочке. Да. А этот прокатился на веревочке. Да. Халтурщики на веревках катаются. Нет, это было уже. Я не знаю, когда мы плыли, но я считаю, что это быстрый темп. Я вся... Капец. Хозяйка салона. Первая группа по 1,50. Начали мы по 1,50. Мы начали. Вот награждение. Показывай. Захвальница. Браво! Ну вот итоги вот такие получились какие-то, да, странные, что я просто тупо не доел. Вообще такая глупая, тупая ошибка, если честно. Уже прошло много времени после забега, я снимаю вам это видео с итогами, уже все переосмыслил, понял. Осознал, что в процессе заплыва вообще не было какого-то страха, и это круто.
потому что не было времени о нем думать, и ты не так ответственно относишься к старту, если у тебя только он. То есть, если ты стартуешь бег, это не так ответственно, как триатлон, да. Если ты стартуешь только велогонку, это тоже не так сложно, как полный триатлон, все 3 вида. И когда только плавание, ты знаешь, что ты поплывешь, все. Ну и там плюс ответственности не было, ты не чувствовал, что типа соревнование должно какое-то быть. Поэтому все абсолютно как-то спокойно было, это классно. И когда я начал плыть, кстати, у меня начал протекать очки почему-то по какой-то причине неведомой мне. Я поправлял 4 раза, хорошо был буй, на который я останавливался, голова наверху, поправлял очки. Мне понадобилось 4 или 5 раз, да, то есть, чтобы очки-то поправить. Думал, что волны как-то, а точнее, как говорит мой тренер, рябь мешает, но это рябь, оказывается, вообще как бы не очень сильно-то и влияет, когда ты лежишь на воде и плывешь по ней. По крайней мере, те, кто были. Но дезориентацию они свою вносят, как ни крути. То есть ты плывешь, и тебя там бьет по голове, чуть-чуть сносит. Ты пробуешь увидеть, да, а не видно из-за ряби этой, как бы все равно. Поэтому на нескольких участках было такое все-таки. Первый участок, потом участок после отмели, где мы уже подождали, да, то есть были такие. Это было, я бы сказал, все-таки не так легко, как кажется. Вот, поэтому в целом физически я вообще как бы норм, и после заплыва я не сказал, что я сильно устал, кушать хотел. Почти что на голодную сделал все, конечно, молодец, блин. 1,5 часа на пульсе 160, красава вообще. Вот. Спасибо тренеру Саше Варюхину, подготовил он меня здорово. Мы как раз в Питере поплавали там по 4 раза в неделю на протяжении нескольких месяцев. Это дало свои плоды, объемы в любом виде дают свои плоды, но структура тоже важна, конечно. Тупые объемы, они такое значение посредственное, я бы сказал, имеют, да. То есть на них далеко не уедешь, во-первых, и во-вторых, всегда объемы нужно, скажем так, припасти для обоснованного прогресса. Что это значит? Объемами всегда можно решить какую-то задачу, то есть задачу скорости, выносливости, да, чего-то еще, но всегда нужно понимать, что объемы это такое довольно-таки тривиальное решение этого вопроса, потому что объемы требуют больших ресурсов, скажем так, тела, да, и больших временных ресурсов всегда, и ты всегда что-то на что-то меняешь, в отличие от структуры. То есть с меньшими объемами и с качественной структурой, когда есть разные тренировки, разные отрезки, да, то есть восстановление, все при этом гораздо можно с меньшими усилиями больших результатов достичь. Но опять же, при этом каждый индивидуален, да, каждый воспринимает по-своему. На неделе я сплавал что-то 5400, в понедельник что-то 3 или 4 было километра, потом в среду 5400, потом в пятницу 1500, и в воскресенье я поплыл, получается, 6 километров. И вообще нормально. Конечно, если бы, наверное, я думаю так, примерно скорость группы была около 2 минут. Я думаю, если бы я поел вовремя, не пропустил бы это, каждые 20-30 минут ел бы по гелю, то, наверное, было бы, мне кажется, около 2 минут я бы смог держать, даже, может, быстрее чуть-чуть. Если ставил бы паузу в нужные моменты, и под конец у меня осталось бы сил больше, потому что те 2 геля, что я съел, на отмели, сколько они дали там, это тоже не моментально же. Я уже был в долгах, заголодавший. Поэтому такой себе. Но зато теперь я понимаю, что 4 километра даже по 2 минутки спокойно можно проплыть, а то и быстрее. То есть я уже прикидываю в голове, если я 6 километров с таким темпом проплыл, там вышло, по подсчетам видели, 2.10, да, 2.10, 2.15. Если 6 километров 2.10, 2.15, неужели нельзя 2 километра проплыть по минуты 50? Конечно, можно. По минуту 50, по минуту 45, по минуту 40 даже, может быть, можно, если поднапрячься и работать нормально. Вот. Поэтому на этом-то и все. Заплыв офигенный, очень понравился, вообще потрясающий. Я под большим впечатлением, как и многие, собственно, другие
приезжайте в Черногорию, плавайте заплывы. Отдельно хочу отметить сплоченность их, да, то, как они к этому мероприятию относятся, друг друга поддерживают. А награждение было, атмосфера такая офигенная, когда все друг друга поздравляли, награждали, все это приятно, да. Есть, конечно, у них такое, ну, у нас я почему-то в таких мероприятиях не участвовал. У нас много других благотворительных, на самом деле, ну, мероприятий. Просто тут вся атмосфера подобает, да, то есть, ну, в Омске довольно сложно красивый заплыв устроить, хотя, наверное, в ЭЦШ можно, там, откуда я. Но вот как-то так. Поэтому спасибо Саше Варюхину. Кто хочет заниматься плаванием и улучшить свое плавание, пожалуйста, пишите ему. Ссылку добавлю в описание. Промокоду КАЗАХ, бесплатный разбор вашего плавания. Ну а кто триатлоном хочет заниматься, пишите мне. Подписывайтесь на телеграм-канал, тоже ссылка в описании, где тренировки каждую неделю описываю. И всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте комментарии. Мне очень приятно будет. И вообще уделяйте внимание. У нас должен быть энергообмен, ребят, понимаете? Я вам, я тебе, ты мне, я вам, вы нам. И вообще все хорошо тогда будет. Вот. Поэтому давайте, всего хорошего, всем пока.